Добрый день, вас представляет фирма ВС Украины, меня зовут Григорий Евгений, директор этого предприятия. На нашем предприятии произведен запуск цельно-литоечной спирали. Вот образец. Изготовлен он из полосы шириной 30 мм, внутренний диаметр 160, наружный 200. Шаг спирали 200 мм составляет. Ее отличие от электросварной сегментной отличается в повышенном качестве по жесткости. Спираль изготовлена с толщины металла 4 мм в данном случае, также возможно давление с толщины металла 5,6 мм, обладает повышенным сроком службы и отсутствие сварных швов. В чем еще проблема часто возникает при транспортировке? Если это там соя или зерно или какие-то другие продукты, для которых очень важно, чтобы меньше сырья повреждалось или при протравливании, перед посевной, то лучше использовать цельнолитую спираль. Поверхность ее получается гладкой, без всяких сварных швов, потому что сварные швы почти никто не зачищает, и получается на них, когда при вращении ударяется зерно, это повышенное травмирование происходит. Также вот эти спирали можно использовать на безосевышник, которые для транспортировки мусора и прочих вещей. В нашем предприятии можно готовить спираль более высокой ширины, допустим, там здесь 30, 50, 60 мм. Тогда просыпание внутрь, если смотреть, гораздо меньше, и с вращением оно отталкивает. Также такие безосевышники эффективно используют для пилет, потому что при транспортировании пилет очень важно, какой процент идет на травмирование. Потому что если пилету перетереть в порошок, это порядка 50, в 2 раза больше пилет надо спалить, чтобы одержать то же самое тепло. Если они будут в рассыпчатом состоянии, а не в формулы гранулы. Поэтому для пилет идеально ты безосевышники. И получается своим вращением потихоньку ее проталкивают внутри, и нет внутреннего вала, на котором в данном случае безосевышники чем отличаются. На осевышниках удерживается зазор обычно от 5 до сантиметра между трубой или лотком, стенкой, и самим шнеком. Безосевой шнек, он же лежит внутри трубы. И получается нету закусывания между спиралью и трубой или лотком. В результате чего повреждения в разы меньше. Тут также есть недостаток. Безосевые шнеки работают на низких оборотах, чтобы устанавливать редуктор. Обороты наше предприятие подбирает под вас, чтобы обеспечить ту производительность, которую необходимо клиенту. Также безосевая спираль все равно выпускается секциями, длина полосы 6 метров, поэтому получается длина вот этих кусков, которые мы навиваем, может быть разниться в зависимости от диаметра, потому что при накрутке, в развертке надо будет длиной 6 метров, а реальная длина может быть там 2 метра или 3. Как происходит соединение шнековой спирали, если длина винтового конвейера составляет 20 метров или 12 метров? Если в данном случае мы берем, говоря, 180-ю спираль по наружке, то длина там получится 3 метра где-то, ориентировочно, вот этого спирали. Ее нужно соединить. Соединение шнековых спиралей безосевых происходит ни в коем случае не сварное соединение. Здесь устанавливается, две спирали вместе ставятся, сверху делается накладка одна на одну и крепится на болтах обязательно, потому что на сварке ее порвут. Болты обычно на 12, если там небольшая спираль, используют такого плана. Это спираль тоже цельно навивная, это спирали полосы 12 на 6. Тоже ее нужно соединять. На таких спиралей до 12 болты используются, на таких на 8. Менее чем на 8 не используем, потому что все-таки большая нагрузка на крутящий момент. И они их просто срывают. Болты также желательно использовать высокопрочные, потому что такие китайские со сплава, они мягкие и довольно-таки быстро разбивают. Такого варианта спираль небольшая идет под пилету. Диаметр равноценного, толщина спирали достаточно большая. Вставляется это под 76-ю трубу. Коллектор 76 мм. Так происходит вращение. Лежит на стенке трубы и потихоньку продвигается.
В дальнейшем еще будем показывать вам видео по работе безосевых шнекеров. Также у нас одно видео есть, где белый 8-метровый шнек 89-й трубе на канале транспортирует пилеты. Данный шнек мы отправляли под транспортировку древесной пыли. Ну, по древесной пыли там отдельная история по шнекам. Они там отличаются отдельными характеристиками, они идут более как цементные шнеки. Вот цементных говорить долго, потому что это отдельная категория продукта, которая не такая, как все остальные. Все, пока.